Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать красивый простой узор, который идеально подойдет как для пледа подушек, так и для плечевых изделий. В работе у меня вот такой ярнар джинс сплэш, где в 50 граммах 160 метров, цвет 953 и крючок номер 2,75. Смотрите, для образца мы наберем петли эластичным способом. То есть составляем небольшой хвостик, делаем узелок. Я люблю набирать этим способом, чтобы край был с красивой косичкой, и край никогда не стягивается при таком наборе. Необходимо набрать нечетное количество петель. Смотрите, все, узелок. Здесь хвостик внизу, вот это основная нить. Набрасываем хвостик на крючок и провязываем. Опять же повторюсь, набираем нечетное количество петель. 2, 3. Вот это хвостик мы набрасываем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19. Набрали 19, количество петель нечетное. Первый ряд мы будем вязать, это у нас будут столбики с одним накидом, поэтому вместо первого столбика набираем 3 воздушные петли обычным способом. Набрали 3 и в первую косичку провязываем вот таким вот образом столбик с одним накидом. То есть, когда вы провяжете первый ряд, у вас должно получиться четное количество столбиков с одним накидом. Набираем нечетное количество воздушных петель, но за счет первого столбика у нас получается четное количество уже во всех остальных рядах. Итак, провязываем первый ряд. Хвостик этот отвязываем, но потом можно его обрезать. До конца первого ряда довяжите. Довязываем наш первый ряд. Еще раз повторюсь, что у вас должно получиться четное количество столбиков с накидом. Вот так провязываем последние столбики. И заметьте, по краю у нас получается вот такая красивая косичка, эластичная. Далее переходим к вязанию второго ряда. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем наше вязание. Вот так захватываем. Ну, не сказать, что они рельефные, да, рельефные они вяжутся вот таким вот образом, а здесь мы провязываем только вот так вот, захватывая петлю. Вяжем до конца этот ряд. Итак, довязываем до конца второй ряд. Смотрите, захватываем предпоследнюю петлю и последнюю, в третью воздушную. Разворачиваем вязание. Вот мы связали 2 ряда. Далее набираем 3 воздушные петли. Третий ряд. Делаем накид. Вот эту петлю пропускаем. Мы идем в следующую. И провязываем вот такие вытянутые столбики с одним накидом. Далее накид. Захватываем наш столбик. И еще один накид. На крючке у нас 5 петель. Провязываем вместе.
Делаем накид, одну петлю пропускаем, идем в следующую. Вытянули, провязали столбик, сделали один накид, захватили наш столбик, второй накид и провязали 5 петель. Это у нас третий ряд. Довязываем до конца ряд. Смотрите, до конца ряда провязываем еще 2 таких столбика. Столбик с пышной вершиной. И вот у нас мы один вот этот пропускаем и в последний, во вторую воздушную петлю, мы здесь провязываем один столбик с накидом, да, в конце. Вначале мы провязали 3 воздушные петли, в конце столбик с одним накидом. Вот у нас связано 3 ряда. Воздушная петля подъема. И 4-й ряд мы просто провязываем столбики без накида. Но обязательно просчитайте, у вас должно получиться то же количество, что и в первом ряду столбиков с одним накидом. Вяжем до конца этот ряд. Итак, довязываем 4-й ряд. Смотрите, как мы в конце провязываем. И там, где у нас было 3 воздушные петли, мы в 3-ю провязываем последний столбик без накида. Итак, у меня получилось 20 столбиков без накида. Точно такое же количество, как у меня было столбиков с накидом в первом ряду. Здесь, вообще вот эта сторона считается лицевой, потому что здесь вот такая рельефная полосочка. Но с другой стороны тоже получается довольно-таки красиво. И теперь узор мы повторяем эти 4 ряда, которые я вам показывала. То есть сначала мы набираем 3 воздушные петли и провязываем столбики с одним накидом. Смотрите, куда? Не сюда, а вот начиная с этой петли. Провязываем первый ряд, столбики с одним накидом. Должно получиться у вас 20 столбиков с одним накидом. Итак, провязала я 20 столбиков, разворачиваю свое вязание, набираю 2 воздушные петли, накид и провязываю вот такие полустолбики с накидом. Все точно так же, как мы делали. Следующий ряд у нас будут эти вытянутые петли такой с вершинкой. То есть, смотрите, какой получается узор. Да, вот эта лицевая сторона, она с рельефными нашими вот этими полосочками. Вот эта изнаночная сторона тоже довольно-таки красивая. Вязать можно не только из градиента, как я связала. Можно менять цвета, можно попробовать здесь первый, второй ряд одним цветом, третий ряд вот эти вытянутые петли, брать другой цвет. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего хорошего.